не сняла, как пёса радовалась. Она аж чуть ли на меня не запрыгнула, я даже на руки взяла. С таким тяжелым рюкзаком еще собаку такую подняла. Вот, летом она всегда худеет, похудей была, сейчас поправилась уже, потолще стала, к зиме всегда поправляется. Съемка у меня сегодня такая будет. Всем привет! Вы на канале Белая Ворона, меня зовут Алина. Вот, и здесь дачи в самом начале пути, то есть это место старта. А сегодня я иду в свой Грот Светлый. Но ночевать буду я не в нем. Хочу там сидеть у костра, а ночевать буду над ним с шикарными видами. Иду испытывать утепленную подстежку для гамака Rebel Gears. А точка старта у меня вот до сюда. Я доезжаю до дач. Отсюда мне еще 3 часа идти до грота. И вначале здесь вот и обитают собаки, очень огромная стая, за ними следят, они в основном все стерилизованные, кастрированные, и тут постоянно их кормят. Они не худые, не злые, не озлобленные, хорошие, добрые собачки. И вот вначале меня много собак провожает, а потом дальше только пёса со мной остается. Такие дела. У нас достаточно похолодало, но еще не прям сильный мороз. Но ночью что-то там -7, что ли, обещали. Это в городе. За городом, я думаю, все -10 будет. Снежок небольшой лежит. В городе, кстати, нет снега, а здесь прям холодно. И ветер очень холодный, порывистый. Я специально ждала такой погоды, если честно, чтобы проверить подстежку от Rebel Gears. Подстежка, которая на гамак снизу надевается, и с ней должно быть теплее. Вот хочу испытать, для каких она температур подойдет. Замерзну, не замерзну. Иду специально в грот, чтобы там у костра можно было посидеть, а ночевать буду наверху шикарными видами. Но я уже сказала, и там гамак хочу повесить. Там я чувствую, на ветру буду продуваться конкретно. Вот и испытаю заодно утепленную подстежку. Пёса уже где-то вперед убежала. Я тут разделась пока, а сейчас такой ветер, очень холодно, потому что в самом начале пути всегда такой набор высоты, я же в горы иду, 3 километра подниматься, я иду всегда вся мокрая, поэтому раздеваюсь. А сейчас надо пододеться, так как сейчас я пойду уже вниз, потом снова наверх, снова вниз, и вот так по горам ходишь. Остановилась чаю попить. Вон, все пришлось практически пораспаковать, повытащить, чтобы булочку достать и чай. Вообще, пёса убежала сначала далеко, не было ее, потом возвращается, ищет, такая меня потеряла, что я остановилась. Она все время избегает ее, поэтому в кадре ее всегда мало. Я еще селфи-палку забыла, не могу нормально теперь держать, мне придется так снимать. Не знаю, что я сегодня снимаю, наверное, короткий будет фильм, очень холодно. Сейчас чай попью и дальше пойду. Мрачновато так в лесу. В начале пути пурга конкретная была, такая крупа снежная сыпалась, ветер ледяной, порывистый. Сейчас вот маленько затих, хотя вон чуть-чуть качает макушки. Время, наверное, где-то около 4 часов. Я вышла поздновато. Из дома я вышла где-то 12:30, наверное. И где-то 2:30 я была здесь на месте. То есть часа 2 мне добираться до места нужно. И с места старта еще нужно 3 часа примерно идти до грота. Это где-то 11 километров примерно. По горам, по долам. Вышла на хребет наконец-то. До грота осталось минут 25-30, может, по хребту. Здесь на хребте всегда практически витрина такой. А учитывая то, что сейчас минус, он просто ледяной. И там, вон, вижу, пурга снежная идет. Я тут дровишку взяла, несу, прихватила. Хотя у меня там дров полно, все равно несу. Иду быстро, как могу, потому что холодно. Сейчас покажу, что там творится. Вон какая пурга надвигается. Вон то, он белая, как будто бы туман. Это пурга снежная идет. Успеть бы до грота дойти, до того, как он меня тут накроет. И вот пурга. Не знаю, может, мимо пройдет. Ветер жуткий.
могу снимать. Вот несу 2 дровины. В общем, уже начинает темнеть. Я пришла на место. И вот решила все-таки сразу гамак повесить. Выбирала тут деревья, куда повесить. С таким шикарным прям видом не получится. Думала, где-то здесь, не помнила, есть ли деревья. Но тут деревьев совсем нет. Вот. Придется где-то вот здесь. Витрина, кошмар. Ну, выбирала деревья. Думаю, наверное, простите за плохую съемку, по-другому не получается. Вот к этому и вон туда привяжу, скорее всего. Такой склон конкретный. Не знаю, как это будет. Ну, в общем, сейчас попробую. Надеюсь, меня нормально видно. Как я буду сейчас устанавливать гамак, я снимать это не буду, потому что холодно, камера быстро садится. Гамак вы уже видели. Вот он. Я, если честно, не знаю, теплую постежку под вот эту делать или вообще эту не надо. В общем, или сверху ее сделать. Я по-своему сделаю. Вот такая у меня утепленная постежка пришла. Вот, ее можно как одеяло использовать, а можно снизу гамака цеплять. Вот ее я и хочу испытать, насколько она теплая, насколько она защищает от ветра и холода. Сейчас буду это все устанавливать. И еще у меня новая накидка вот такая сверху от ветра, которая, помните, у меня была оранжевая, я еще синюю захотела. Вот, это новая модель. Ее можно крепить, когда гамак уже висит. А та модель, которая у меня была, ее нельзя было крепить, когда он висит. Ее нужно было крепить только до того, как повешаешь гамак. А вот это очень удобная. Тем, что ее можно на висячем гамаке закрепить, можно снять, не снимая гамак с деревьев. В общем, сейчас я это все дело, вот это буду устанавливать. Вот такая смешная у меня конструкция получилась. Я не знаю, как крепить нижнюю подстежку. В общем, я сейчас, когда тент еще повешу, я за тент зацеплю и растяну ее получше. Она тогда повыше поднимется. А то висит как мешок. И вот синюю сверху натянула. Синяя вообще легко натягивается. Так хорошо сделали, неудобно. Просто застегиваешь сверху, посередине и снизу, и так по краям с двух сторон. Очень удобно. А нижнюю подстежку так и не могу пока понять, как ее делать. Сейчас разберусь, когда тент буду вешать. Установила я наконец-то свой гамак с нижней подстежкой. Так и непонятно мне, может, она так и должна быть. Это я потом уточню. Верхняя меня вообще радует. Прям так удобно было крепить. Быстро очень. Вот так вот установила свой гамак. Не совсем как я хотела, не над обрывом. Но виды тут тоже нормальные будут. Сейчас темно, не видно просто. Кажется, что по земле нет, там расстояние есть. Просто эта нижняя подстежка провисает так. Но она, в принципе, весь гамак закрывает. Даже если она будет немножко провисать, тепло-то она будет сохранять все равно. Гамак-то весь упакован получается конкретно. Зимняя версия такая. Ладно, пойду в грот, костер буду разжигать. Замерзла. Тут ветер такой сильный. Привет, грот! Надо срочно делать костер, холодно. Палку костровую у меня уже 1000-й раз сжигаю. Даже котелок не на что повесить. Опять надо искать из этих каких-то корявых, выбирать более-менее ровно. Ладно, зажигаем костер, греемся. Там луна такая и облака вокруг. Так смотрится эпично. Красота.
Я, кстати, сегодня с новым ножом. Какой шикарный нож. Просто очуметь. Нет слов. Так. Время около 7. Уже совсем-совсем темно. И очень холодно. Ноги, руки мерзнут. Я сюда приносила до этого 10 литров воды. Обе банки пустые. Я не знаю, то ли мыши прогрызли. В общем, нет воды, воды очень мало. Я на нее рассчитывала. Я, можно сказать, теперь с очень маленьким количеством воды. Я же не несла сюда воду, только на попить. Потому что я знаю, что она у меня тут есть. А оказалось, ее тут нет. Теперь нужно как-то рассчитывать то, что осталось, то, что есть. Там у меня пару бутылок было. 2 литра это мало. Если учитывать, что мне нужно вечером поесть, и утром поесть, и зубы 2 раза почистить, и пить еще тоже. И обратно в дорогу тоже нужно воды взять, и желательно бы еще и чаю. Короче, воды мало, вообще мало. Здесь на хребте снега нет, потому что ветром его просто сдувает. То есть снег топить я не могу. Рядом воды нигде нет. Вот жердину подобрала. Ровная такая. Подпилила как нужно по размеру. Поставила воду греться. У меня сегодня ничего особенного, как обычно. Лапшичку хочу заварить. Ну и там немножко воды, может быть, еще на чай останется. Воду-то надо экономить. Покажу вам котика, как я его перешила. Поближе тем, кто не видел. Ну, хотел посмотреть, что в ютубе фотографии не всем видны, не все могут посмотреть. Вот, в общем, такой он у меня теперь. Красавчик. В комбинезоне таком цвета хаки. Пришлось свои штаны пожертвовать на него. Вот, у меня лишних шмоток никогда не бывает. Поэтому ткани лишней не было. Пришлось вот штаны свои погубить. Теперь они живут на нем. Усы еще осталось пришить. Я еще думаю, какие ему сделать усы. То есть у него были когда-то усы. Вот такие вот. Но они в Иргаках у него сгорели. Еще не помню в каком году. Да он вообще у меня весь раненый. И, кстати, многие его Мишкой называют, Хрюшкой, там кем только не называют. Это котик. Вот, смотрите, у него кошачий нос. Просто он выпуклый, треугольный. Усы, просто они сгорели. Вот. Хвост кошачий. Это кот. Понимаете? Кот по имени Бегемот. Я тут тапок свой сожгла. Конкретно вообще. Печаль. Поставила греться, пока тут одно, другое возишься, забыла. И все. У меня вода уже вскипела. Я заварила себе лапшу. Сейчас овощи порежу. Здесь у меня еще вот есть икра такая. Икра минтая. Мне она нравится. Ее открою и покушаю.
В общем, все, калоши придется сжечь. Так жалко. Как я так спалила. Пришлось обратно ботинки надеть. Потому что все, в калошах ноги отмерзают. И сюда камни все попадают. То есть они вон насквозь прогорели. Придется их утилизировать. Жалко. Грею куртку здешнюю свою, которую я когда-то сюда приносила. Она китайская, толстая такая куртка теплая. Что-то я замерзла совсем. Своей, в которой пришла. Решила эту погреть. Мыши совсем обнаглели. Погрызли снизу куртку. Погрызли все пакеты, какие были. И бутылки с водой. Пёса сейчас даже не знаю где. Либо она где-то за гротом лежит. Будет здесь ночевать и утром пойдет со мной. Либо она убежала уже. Некоторые пишут, что за собака, почему ты ее бросаешь, почему она голодная. Те, кто давно меня смотрит, знают уже про Пёсу много. Пёса такая свободолюбивая собака. Она любит свободу, как и я. И я не могу ее к себе привязать. У нее есть место обитания, у нее там есть своя хорошая будка теплая. Ее там постоянно кормят. В любой момент она может туда вернуться. То есть раньше, когда она начинала со мной ходить, я тоже очень сильно за нее переживала. То есть если она куда-то убежит, отстанет, потеряется, она уйдет от меня. Я очень сильно переживала, думала, она потерялась, все, собака погибнет. Сколько раз такое было поначалу, она всегда возвращалась. То есть постепенно она изучила все дорожки, все пути. По крайней мере здесь, в округе, от ее места обитания, наверное, километров 20-25 она изучила, она точно знает, как добраться, так сказать, домой. Я всегда ей еду с собой беру, всегда, независимо, пойдет она со мной, не пойдет она со мной. То есть она же не всегда на месте, когда я прихожу. Пёса ходит не только со мной, но и с другими туристами. Пёса так что живет очень хорошо, хозяин ей не нужен, она любит свободную жизнь, такую, какой она живет. У нее все хорошо, она всегда сытая и всегда есть где ей спать. Она сама выбирает, с кем ей куда пойти, остаться ли ей ночевать и все остальное. Не нужно за нее переживать, все у нее хорошо. Если я ее не покормила в фильме при вас, то есть если я это не сняла, это не значит, что я ее не покормила, что она ходит голодная. Еда у меня для нее всегда есть с собой. Я тут картошечку запекаю. Вот они, 2 штучки лежат. Я знаю, что запекают всегда в углях, но я до углей не дождусь, поэтому я вот так всегда кладу рядышком. И постоянно кручу, верчу, и нормально она пропекается. Картофанчик запекся вроде бы. Сейчас посмотрим. Горячая. О, шикарно. Да, он точно пропекся. Сейчас я ее скушаю. Одна картошечка пропеклась. А вот она вторая. Она уже почти чуть-чуть осталась. И все, я ее вытаскиваю. И вот в таком костре конкретном можно тоже картошку запечь. Не обязательно угли ждать. Просто рядом кладете. То поближе, то подальше. Постоянно переворачивайте, перекладывайте ближе, дальше. И все, и она пропекается нормально. Способ уже проверенный 1000 раз. Я всегда так делаю. Угли мне ждать вообще никак в такой холод. Я никогда угли не жду. Я все время подкидываю. У меня огромный костер всегда. Поэтому угли я дождаться не могу. И я всегда вот так запекаю. С краешку. Так что сейчас буду есть вкуснейшую свежезапеченную картошечку. Ням-ням. Ножичек мой. Все налюбоваться не могу. Красивый, острый, хороший. Просто прелесть. Так, картошка.
Так люблю запеченную картошку. Она просто вкусная. Без всего. Ни соли, ни сметаны, ни майонеза. Ничего не надо к ней. Как я туда в гамак спать пойду, я не представляю. Ну, я вообще думаю, что там должно быть тепло. В гамаке я имею в виду. Мне кажется, там теплее даже, чем в палатке. Гораздо. Ну, вторая еще совсем капельку. Вот буквально маленько еще полежит вот сейчас. Главное не забыть, у меня такое было, что я забывала, у меня картошка просто сгорала напрочь в таком костре. Решила грот снять со стороны. Вот у меня на входе тут умывальник. Появился этим летом. Тут дрова. Тут еще дрова. Вот это у меня стройматериал стоит. Есть планы кое-какие, не буду озвучивать. Там жерть. Летом я сушу свои вещи на ней. Когда купаюсь в Азайхе, я иногда и застирываю вещи или в майке купаюсь. Вот здесь я их сушу. Специально этим летом ее сделала. Там у меня обычно вода. Приношу я ее заранее. По 5, по 10 литров. Здесь у меня тоже и вода, миски для пёсы, сковородка, газ, масло там что только нет. В общем, типа холодильника такого. Этим летом я еще сделала такую вешалку здесь. Здесь у меня полочка для моей коллекции. Я собираю камни. Где я бываю, беру там камень или два, подписываю, приношу сюда. Но не везде я беру камни, я беру только тогда, когда я чувствую, что это нужно сделать. Поэтому камней не так уж и много. Половину у меня еще дома, я их еще не все принесла, их потихоньку сюда переношу. Полочку я сделала специально для камней. А здесь основная такая зона, где хорошо посидеть у костра, покушать, песни попеть. И вот здесь у меня лежак, где я обычно ночую, сплю, который я сделала в одном из своих фильмов, я снимала, можете посмотреть, найти. План у меня еще, кстати, есть, лежак этот поднять и сделать типа лавки, чтобы он высоко был, теплее было спать. Но это нужна бензопила, пока ее нет. Лежак будет на полу лежать. Лежак будет лежать на полу. Так, здесь у меня костровище, лавки вокруг. А вот здесь у меня обычно место под палатку. Оно, кстати, расчищено, оно такое ровненькое. Но сейчас я поставила сюда стройматериал, чтобы его не сожгли на всякий случай. Отдельно, надеюсь, люди догадаются. Видите, какие ровные такие дровины. И тут навалили дров. Отчасти я, отчасти приходящие люди стали все-таки иногда приносить какие-то ветки. Есть еще такие пеньки. Специально покупала, несла линолеум сюда, чтобы сделать вот такие типа табуреточки. Их тут немало. Одна у меня, правда, вот с такими сучками. Я их специально сучки оставила, на других везде обрубила, чтобы именно палку для костровища вот на эти сучки на разную высоту делать. А вот такие это в основном для того, чтобы сидеть, или мини-столик такой использовать. Вот, например, я использую. И вот такой столик я делала тут сама. Он маленький, низкий, не очень удобный. Я думаю, побольше потом сделать как-нибудь. О, кстати, вот сниму со стороны штатив, который мне прислал Роман. Спасибо, Роман, еще раз тебе за штатив. Такой вот классный. Мне кажется, он профессиональный прям такой. Но он очень-очень тяжелый. Конечно, нести его очень тяжело. Грот обустраивала я. И иногда, время от времени, то один, то другой человек мне помогал. Людей я не просила, это было как-то спонтанно получалось. То есть вот эту лавку, например, не я делала это. Не буду говорить, кто делал, вдруг он не хочет. А в основном обустройством грота занимаюсь я. Весной, летом запасаюсь на зиму дровами. Некоторые люди просят в комментариях, да и в личку бывает пишут, что им нравится, как я пою, и они бы хотели чаще слышать мое пение в моих фильмах. Но, если честно, я считаю, что пою я не очень, и
Я стесняюсь. Пою я постоянно и очень люблю петь. С детства я пою очень-очень много. И в каждом походе я все время пою. На природе я больше всего люблю сидеть и слушать. Сидеть и слушать костер, пение птиц, звуки леса. Но вот начиная там с осени, например, с конца октября, начала ноября, звуков в лесу становится гораздо меньше. Птицы уже практически не поют, некоторые животные в спячку впадают, такие как мишаня, например. Да даже и моралы, и косули почему-то реже кричат зимой. Вот. И почему бы и не попеть, и не послушать музыку. В общем, музыку на природе я тоже люблю, но в меру. То есть только вот вечером у костра там несколько песен попеть. Потому что если вот как люди ходят, там магнитофон на плечо, такие крики, орет там какой-то музон. О, вот это я не люблю вообще. То есть я стараюсь никому не мешать, чтобы мне никто не мешал желательно. Просто там чисто для себя чуть-чуть включила, попела и выключила. В основном на природе нужно слушать природу, конечно. Поэтому я совмещаю полезное с приятным. И то, и другое слушаю. Особенно, когда Миша еще не спят, тогда музыку очень полезно слушать. Я вам реально говорю. Буду ждать тебя всегда, любимый мой. Я буду помнить, верить, жить и не сдаваться. Когда тебя не ждут и дождь стоит стеной, я знаю, нет причины возвращаться. Я буду думать день и ночь о том, что ты, как светлячи, горишь один под небом синим. Вот эти дрова верхние, это принесли люди, видимо, после того, как я ругалась про дрова, потому что до этого никто их сюда не носил, а потом раз, и они тут появились. Кроме вот нижние большие дрова, это были уже принесены. А вот эти мелкие, в основном люди принесли, не знаю даже кто, потому что они не записались, не написали, что они дрова принесли. Кто это принес, я не знаю. В общем, я сейчас эти ветки, так как они занимают площадь палатки, разбираю и переношу мелкие ветки туда, покрупнее сюда в дрова. Уборкой занимаюсь, короче. Снимать я это не снимаю. Место под палатку более-менее расчищено, но еще не до конца. Я уже все устала разгребать. Разбить твои окна и вставить новые стекла. Пустых не метель. Я вижу все, что ты хочешь. Я вижу все, что ты можешь. Я не такая, как все говорят, что душа — это сад, только он не цветет зимой. Только не со мной, только не с тобой осталось. Повесть тайных слов, нежных хрупких губ, усталость. Только не со мной, только не с тобой осталось. Повесть тайных слов, нежных хрупких губ, усталость. Ты хочешь броситься в пропасть, за нею следует легкость. Легко, как во сне. Ты ничего не боишься, а может, просто не веришь. Я не такая, как все говорят, что душа — это сад, только он не цветет зимой.
Почему солнце свет? Как поверить в мир, если даже мира нет? Сколько можно ждать, провожая поезда? Почему ты? Почему навсегда? Насиделась, напелась и все. Я иду спать. Пойду наверх в гамак. Такой гамак разношерстный получился. И зеленый, и синий, и оранжевый. Вот такая у меня люлька. Накидка закидывается туда, застегивается. Можно открывать. Москитку я отстегнула. Там уже постелила спальник. Носки вон меня ждут теплые. Сейчас залезу, надену. Тут у меня фонарик висит. На несущем шнуре можно вешать что угодно. Тут кармашек. Всего туда наложила. Здесь просто нож лежит сразу под рукой. Там пауэрбанк с той стороны. Здесь музыка. Может быть, я еще попою. Котик меня ждет. Ну, в общем, все прекрасно. Кстати, забыла еще сказать. Вот еще не разобралась с подстежкой, как ее цеплять. Но это ерунда. А вот тут, где вот эта накидка от ветра и от дождя, которая защищает, там вот внутри можно вещи складывать. Я туда положила куртку свою. И сейчас еще штаны положу. Когда залезу, сниму. Там кармашки даже есть. Вон они. Можно что угодно тут слоев накидывать между гамаком и накидкой нижней. И будет еще теплее гораздо. И самое главное, что ваши вещи всегда под рукой. Можно прям лежа туда руку запихать и достать все, что нужно. Очень удобно. Вот я внутри. Носки еще надо переодеть, в которых я пришла. Они слегка сырые. Сейчас теплые надену. И вот штаны сняла. Вот расстегнула москитку, да. Открыла. И хоп. Вот они штаны. Сразу тут между слоями положила. А тут, если еще с этой утепленной подстежки, там еще слой получается вообще. Просто, мне кажется, это круче палатки даже. Ну, я имею в виду в плане тепла-то точно. Теплее. Не знаю, посмотрим, замерзну я или нет. Сегодня ночью где-то -7, -8, а может и даже ниже будет температура. Сейчас носочки теплые надеваю. Залезаю в спальник. И все, баньки. Простите за съемку такую, но по-другому пока не получается в гамаке. Я залезла, я закуталась. Ой, мне вообще так хорошо. Я слышу, как по тенту сыпется снежная крупа. То есть там пурга, витрина. А тут вообще как в бункере. Реально, как в бункере. Вот по-другому не скажешь. Лежишь, ни ветерок не задувает, ни снежинка не залетит. Тепло, хорошо, и мухи не кусают. Почти закуталась в спальник. Я, можно сказать, в 3 кофточках. 2 термокофты, одна вот такая с капюшоном, чтобы вместо шапки в капюшоне буду спать. Наверное, вам не слышно, как крупа снежная сыпется на тент. Всем спокойной ночи, до утра. Завтра впечатления свои расскажу, замерзла я или нет. Доброе утро, земля. Время почти 10 часов, я все валяюсь. Проснулась где-то в 9 утра. Так спалось вообще отлично. В этом гамаке по-другому не может быть. Лежу, вставать вообще неохота. Вылазить на холод на этот неохота. Ну, кстати, ветер прекратился. У меня единственное, ноги все время подмерзают. Но это потому, что я мерзлявая такая. Я еще пауэрбанк положила в ноги, он меня леденит. Не я его согреваю, он меня леденит. Спать было супер.
Вот время почти 10, а я до сих пор валяюсь и не хочу вылазить вообще. Так удобно в гамаке. Я все ругаю эту компанию, потому что здесь одна огромная проблема. Из гамака, из этого совершенно неохота вылазить. Но надо вставать, костерчик делать, завтракать и собираться домой. Ой, неохота вылазить, там холодно. Вот что там с погодой. Снег идет, мелкий такой. Вчера вот тут этого снега не было. Его ветром просто сдуло. А сейчас он все в снегу. И на тенте вон видно, что снег лежит. Вон сколько снега нападало. Еще все идет такой меленький снежок. Вот так вот на склоне, на крутом висит мой гамак. Он, кстати, земли не касается, так кажется. Как будто бы касается. Там на самом деле есть пространство, просто не видно. Красота вокруг. Внизу речка Базаиха. Со снегом стало еще красивее все. Холодно, очень холодно. Надо одеваться срочно, идти костер делать. Делать костер и завтракать. А вон и пёса ждет меня. Я думала, она убежала. Вчера ее нигде не нашла. А она вон она лежит. Пёсочка. Девочка моя. Кто это тут лежит такой, а? Кто это тут лежит, меня ждет? А? Пёса. Эти моя сладкая. Сейчас ей покушать принесу. Руки заняты, не могу ее погладить. Ты моя девочка. Так, ладно, бросим все это дело тут. Знаете моя, кто это тут ждет, а? Кто это тут ждет такой? Кто это такой тут ждет меня, а? Сладкая девчулька. Ай, ты маленькая. Не замерзла, а? Я не замерзла ночью. Ай, ты морда. Ой ты. Довольная такая, да? Довольная дождалась. Мордаха. Вниз ни в какую не хочет спускаться. Сегодня вид из грота вот такой. Разожгла костер, повесила котелок с водой для каши. Ветер прекратился, потеплее стало. Снежок так ровно падает на землю. Костерчик разожгла, так вообще теплее стало. У меня руки и ноги в основном мерзнут. Я еще после лета все время долго привыкаю к холоду. У меня, кстати, вот еще запас воды. Эта вода не питьевая, она с Базаихи, но ей можно мыться, посуду мыть. Хотя бы эта бутыль целая осталась. Гамак так и остался наверху. Висит там под снежком. Потом уже все соберу и, наверное, там буду его собирать уже в рюкзак. Кашку овсяную себе запарила. Пёсе я еду унесла. Я уже практически собралась. Все, что здесь было, я собрала. Остался гамак наверху. Сейчас поднимусь, соберу его. Снимать уже не буду. Подписывайтесь на мои каналы. На ютубе, в Дзене обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. По возможности я всем отвечаю. Вступайте в мою группу в ВК.
Там я выкладываю фотографии с недавних своих походов. Добавляю иногда какие-то небольшие видео, которых нет больше нигде. Пишу какие-то новости. До встречи на канале. Всем пока-пока. Пока, Гротик. Висит мой гамачок. Никуда не делся, не убежал, пока я внизу сидела. Все, сейчас буду собирать и домой. Каремат просто застыл. А то, что минус на улице, вон просто коркой такой, не знаю, как я его складывать буду. Все, собрала я все. Вот он весь набор в мешочках таких. Можно в один все запихать, но мне просто в рюкзаке удобно вот так по отдельности. Айте, как она радуется. Айте, моя девочка. Радуется, что мы пошли домой, да? Что мы пошли, да? Лапушка, ой, пузико почесать ей надо. Да? Все, идем. Все, пошли. Довольная, дождалась.